Сыночек, мороженое иди поешь. У нас сегодня на обзоре аппарат для серьезного мужчины. Touareg FL. Ох и морда. Ох и морда. Этот автомобиль не будет идти какому-то мальчику с пальчику. Это для серьезного мужчины, который ездит по делам, а по выходным с тещей на дачу. Поэтому сегодня пал выбор на Touareg 2016 года на 3-литровом дизеле. Чаще всего такие автомобили комплектовались с 3-литровым дизелем, в принципе, как и у нас сегодняшний случай. Но они были на 204 силы, на 240, а у нас сегодня на 262 силы. А нахуй ты разговариваешь, как объявляешь поезда? 224 силы, Не знаю. Синельникова пятихатки отправляются с 5-й колеи. Я не знаю, образ из меня такое делает, ты понял? Более редким случаем был V8 на 4,2 литра на 340 сил, а еще более редким 3-литровый бензиновый гибрид. Ну кому нахуй нужен на нашем Touareg? Здесь у нас мотор, здесь у нас омываечка, а здесь воздушный фильтр. Спасибо. Перед покупкой ты обязательно должен помнить то, что здесь цепь находится за мотором, поэтому, чтобы ее поменять, нужно снимать мотор с машины. Это полноразмерный джип, длиной 4,8 метра, шириной 2 метра. Ты сюда можешь загрузить не только тещу, но еще всех своих спиногрызов, а их даже друзей. Сегодня у нас предмаксимальная комплектация. На самом деле, с комплектациями там все сложнее, чем кажется, ибо у них есть премиум, премиум лайф, супер спорт, премиум лайф, спорт лайф, сельпо. Но здесь у нас она собрана из разных комплектаций. Скорее всего, немец, который я покупал в 2016 году, выбирал он опции чисто потому, что они приятно звучат на слух. Airline обвес у нас здесь, да, антихром пакет, упаковочка, оп. Все видно, что ты едешь на Volkswagen. Биксеноновая оптика. У нас есть также противотуманочки, да, и заглушечки. Но это не заглушечки, а это у нас радары адаптивного контроля, потому что у нас супер странная комплектация, где есть адаптивный круиз, но нет камер заднего вида. По заводу у нас здесь 2 тонны 100 килограмм, но так как у нас здесь пневма, а еще полный бак соляры, да и все 3 тонны получается. И этот 3-тонный монстр летит до сотни всего лишь за 7 секунд. Но это не обычный мотор. Мы сюда чипанули, залили арабский чип на немецкую машину. Поэтому сегодня мы проверим, как же она едет на дороге с вырезанными катализаторами. А, и отреставрированной турбиной. О-о! Ну-ка, иди-ка сюда, молодой человек. Ну не все так гладко бывает в этой сказке ваговода, потому что эта машина уже видела 2 реставрации турбины. Встречайте нашего волшебного владельца автомобиля, Илья Питер Паркер. Здравствуй, Илья. Мое уважение, ты купил классный автомобиль. Скажи, пожалуйста, каким образом ты умудрился за неделю 2 раза реставрировать турбину? Для начала я зашился, понял, что он ебет, дай бог. После этого прошла буквально неделя, у меня отъебнула турбина, ее зареставрировали. Я дал 2 ланча, опять пизда турбине. Ну, классическая ситуация. У всех же так, да? Ваговодцы. По итогу второй раз перебрали турбину, установили, и вот сейчас жду, пока она 3-й раз ебнет. Возможно, это сегодня будет на видосе. А чего ты сразу не купил гибридную турбину? Вот условно, если у тебя отъебнуло, зачем ты реставрировал дважды? Была мысль. То есть первый звонок, который я сделал, когда отъебнула турбина, сколько будет стоить Stage 3. Но Stage 3? Да, там сразу 3, понял, гибридную турбинку, там туда-сюда, короче. Ну, понял. мне сказали, типа, сумму там 3-3,5, я такой, как бы, подумал. Пока реставрируем. Что ты еще делал по машине после чипа? Давай, перепаковали все, как это озвучить. Перепаковали... Что ты как говоришь? Ну ты говори как есть. У нас Не, тут не всё имею в виду, просто. перепаковали все уплотнители или как? Ну, типа, это понятно, это обычное ТО. Всецело, больше у тебя ничего нет. Цепь ты еще не менял? Я поменял владелец. А, да ладно. Да, Вот там же ж меня пиздец. принесло, его купали, там, блядь, Там, радио находится. а на сзади весь. надо скидывать моторчик, чикс, монеточка в карманчик не липнет больше. Как только я отдал 120 тысяч за того, я выхожу, понял, сажусь в турик, думаю, Да, по тормозам. Здесь тормозов нет от слова совсем. Я не знаю, наверное, мы не будем экспериментировать сегодня на дороге, бо мы чем не водии, но здесь их просто нет. Если вы накатываете стейджа, обязательно сразу ставите какие-то упакованные хотя бы там 6-поршневые тормоза. Бо эти плывут, оно вам надо нахуй. Вы же разобьетесь, а потом мама будет плакать. А вы же серьезные, сука, бизнесмены. На встрече, торопитесь постоянно, поэтому ставьте хорошие тормоза и не ебите валам. Здесь у нас огромный багажник, 500 литров. Для того, чтобы ты мог упаковать абсолютно... Для того, чтобы ты мог упаковать... Блядь, что ты такое?
Сюда поместятся абсолютно все мешки с картошкой твоей тещи. Но даже если этого будет тебе мало, ты откидываешь задний диван и получаешь 1600 литров объема. 1600 литров! У меня вообще в принципе столько вещей нету, чтобы заполнить все это пространство. Из-за того, что у нас есть пневмо, во-первых, я не знаю, это, наверное, максимально бесполезная функция. Ты вообще когда-то ей пользовался? Я просто вот сколько у ребят слышал. Короче, эта хрень позволяет опустить жопу. Смотри, она опускается еще дальше. Ты видишь? Короче, это с расчетом на то, что ты типа с какими-то тяжелыми покупками, блядь. Ну то есть как это вообще, как вот это ты пи***ешь с пакетом, с тяжелым, да? То есть ты подходишь к машине, оставляешь пакет, нажимаешь кнопку, ты ждешь, блядь. Она не моментально опускает, ты ждешь, пока она опустится. И опустилась она, ну типа она опустилась. Ну, блядь, это сантиметров 5. Это охуенно спасет ситуацию. И ты вот этот пакет грузишь, а она потом сама поднимается или нет? А, то есть это ты еще стоишь? Это ты еще стоишь, смотри, и ждешь, пока она поднимется. Я не понимаю. Ну, наверное, если ты что-то... Да нет, это вообще никак не спасет ситуацию. Грузи ты колеса или, блядь, какие-то тяжелые кирпичи, эти 5 сантиметров вообще не спасут. Ну, смотря где эти 5 сантиметров. Да, ваговодам привет. Пневма здесь у нас довольно не капризная. Я сколько обзоров смотрел, владельцы говорят, что они ездят по 250-300 тысяч километров. Поэтому это не расходный материал, как в Porsche Cayenne. Таким вот образом мы можем пытать людей. Опускай. Да? И опускаем. По внешке мы больше уже ничего не можем сказать, поэтому я предлагаю сместиться внутрь, почувствовать мир роскоши и комфорта и посмотреть, как же живут любители немецкого попа. Здесь посадка, конечно, просто, что ты на грузовике сидишь. Ты когда пневму поднимаешь, что как будто в Евротрак-симулятор играешь. Ну, то есть ты просто... Мало того, что ты и так сидишь высоко здесь, я не знаю, тут электрорегулировки сидений, это даже не максимум было поднято. То есть я сижу, ну, это полный пиздец. Ну, как будто царь-царевич, король-королевич, сапожник-портной, кто-то есть такой. По поводу комплектации, она здесь реально странная, потому что у нас есть пневмо, у нас есть адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль. Да, двухзонный климат-контроль, сзади у нас тоже есть дефлектора, но они у нас подвязаны под переднюю зону. Бесключевого доступа у нас нет, у нас вот такой вот ловкий пультик, нам его все равно приходится засунуть. Мультимедиечка без CarPlay, но музыка у нас здесь самая простая. Здесь по максималочке стоял бы Dinaaudio, такой же, как у нас в электричке, да, в той вот китайской. Странно, да? Лакированный пластик, вся вот эта вот сладость, да, то есть это какой-то премиум, но он вот 150 тонн пробега, все, зачуханная мразь, просто, что ты в какой-то козлятне сидишь. Ты не понимаешь, почему оно все такое схлипкое, смотри, оно зацарапанное, и это уже больше никогда не отмоется. То есть пока первый немец не затягивает это в полиуретан, уже украинец в Украине, да, он просто страдает и рыдает, потому что вот это все либо надо в аквапринт, либо полностью менять эти вставочки все. По комментариям я понял, что вам нахуй не надо знать, сколько здесь кнопочек и какое количество здесь, поэтому мы быстренько пройдемся, чтобы вы имели общее представление. Нас все-таки интересует то, как она едет после чипа и сколько это стоит. Руль, клаксон, дворники. И на этом все. Здесь у нас полный электропакет всего. Зеркала складываются, обогреваются, поднимаются, двигаются, выезжают. Сиденье туда-сюда, направо-налево. У нас есть взорванная панорама. И это все нам дает вроде как максимальную комплектацию. Но опять же, у нас нет ни музыки, у нас нет ни камер, ни спереди, ни сзади. У нас зато есть парктроники. Подогрев руля у нас даже есть. Вау. Ну, короче, комплектация очень вкусненькая. Но это все-таки кастомная. Она не подходит ни под одно готовое решение, которое предлагает Volkswagen в своих каталогах. Место здесь на дальняк ехать, будь здоровченко. Но нас же интересует, что же чувствуют дети сзади, да? Поэтому я предлагаю прыгнуть назад и посмотреть, как же живется в немецком джипе. Ну, здесь я именно барон Мюнхгаузен, ты понял, да? Козлячий, максимально козлячий подлокотник, самый дешевый из тех, которые ставились в Volkswagen. Здесь у нас есть еще розетка, то есть у нас стоит инвертор на 150 ватт, 230 вольт. Сидишь комфортно, удобно, ремни есть, и на том спасибо. У нас здесь музычка, да, какая-то тут играет. Электростеклоподъемники, удивительная штука в машине за 30 тысяч долларов. Шкала, можно ли девочку распетлять? Слушай, блядь, тут не то, что можно девочку распетлять. Тут именно можно открыть публичный дом на заднем сиденье, потому что здесь столько места, что, я не знаю, тут 3 девочки одновременно можно будет распетлять. Сколько ты тут девочек? А, ладно. Хозяин с женой приехал, поэтому не будем. Я еще видел много отзывов в интернетах, что на туриках этих очень износостойкий салон. И, наверное, по состоянию кожи
довольно сложно определить истинный пробег, если он скрученный. Здесь на 150 тысячах я не вижу ничего критичного. Мы не знаем, как она пользовалась до текущего владельца, но мы знаем, что нынешний владелец ебет ее в хвост и гриву. Чего сказал, того не убавить, поэтому предлагаю сесть за баранку, да покататься вокруг по городу, почувствовать, что такое пневмоподвеска и Stage 1 на мертвом дизеле. Поехали! И вот, друзья, мы переместились в мир роскоши и комфорта, и давайте заведем эту кралю. Такое ощущение, что ты едешь на грузовике, хоть он адаптивный круиз-контроль спереди недоступен. Слышишь, вот скажи мне, смотри, ты сначала вырезал катализаторы и сразу же зашился. У тебя наебнулась турбина по какой причине? Как они тебе это объяснили? Первый раз возраст турбины, второй раз... Ну, типа, возраст это чисто износ уже у Да, нее, это да, уже был? был износ. На стейдж просто добил. А второй раз тип проебался, мне кажется, и просто хуй ее собрал. Ну, то есть... И она сгорела на... Чуть больше даю газу, турбина орет, ничего не происходит, тяги тупо нету. Нажимаю в пол, обороты растут, машина быстрее не едет, и все. In my Volkswagen Passat, I'll be rolling, sha-la-la. I got the need for the speed, baby, ride or die. Мне кажется, если бы ты не зашился, она бы у тебя ходила дальше. Понимаешь, вопрос уже в том просто, какую тебе прошивку закинули и насколько она правильно была рассчитана на ресурс мотора того, который у тебя есть сейчас. То есть, понимаешь, обычно, если закидывают консервы, они закидывают по какому-то эталону. У них была одна, как прототип, одна машина, они на ней написали правильную прошивку, и потом эту же прошивку закидывают на все остальные. Но они не адаптируют ее под износ деталей, которые есть на этом агрегате. И поэтому происходит так, что вот, ну, как бы, ты даже на ней не поездил. То есть ты условно зашился, и сразу она у тебя наебнула. Сколько у тебя первый ремонт турбины стоил? Первая реставрация, сама турбина десятку, но учитывая то, что когда разбирали, собирали, еще сразу поменяли все уплотнители, то есть, ну, прям по всем нюансам, которые были, прошлись, замена масла, полное ТО. Первая ТОшка стала в 50 тысяч. Всем привет, друзья, я оператор. Хорошо, а второй раз, когда ты чинил ее, сколько тебе обошлось? 7 реставрация, 8 за работу. Но это еще плюс к этому всему там заглушили ЕГР сам, физически. Потому что в не было заслонки. Слушай, ну вот по поводу управления, да, базару нет. Ты плывешь на ней просто как на корабле. То есть ощущение идеальных дорог даже на наших украинских дорогах. Все неровности, все ямочки, она просто нежно глотает, и ты вообще этого не ощущаешь. Это у нас комфорт. Здесь мы можем вот таким вот рычажком переключить на обычную, получается. Обычно чем отличается от комфорта? Типа более жесткая. Да. И спорт, но на спорте она у нас чуть-чуть приседает. То есть я вижу, что она, да, немного занижается и становится жестче. Но опять же, на максимальной лифтанутой пневме ты ездить уже будешь не с таким комфортом, потому что чем выше автомобиль, тем выше центр тяжести, тем меньше управляемости. Само собой, на трассе ты ее опускаешь, но для города любые бордюры, ямы для нее вообще не проблема, абсолютно не проблема. На пружинах, само собой, она была бы намного маневреннее, но я считаю, что пневма в этом случае дает намного больше плюсов, нежели минусов. Этот автомобиль, опять же, не для гонок. Те, кто с него раздувает там по 500 сил, для меня это уже какое-то кощунство. Типа, турик должен просто гребсти, и гребсти всегда с его крутящим моментом. По заводу это было 600 момента, а сейчас сколько ты говорил? 700. Сейчас у нас 700, блядь, момента. Само собой, полный привод. Кстати, по расходу скажи мне, что у тебя? На пике был 18, сейчас спустился, ну посмотри, кстати, ну 15. Ебать, 15,7 расход солярки, блядь. 15,7 литров. Хозяин автомобиля ездит на ней, ну как бы, представляя, что он F1 пилот. Если здесь ездить спокойно по городу, я думаю, вытянуть 10, а то и 9 литров очень даже возможно. Снимай, как мы этот переезжаем. Дядь, вообще нежно, просто. Шусисечка девочки по утру, нежно. Дядь, мы плывем, мы просто сыпемся. На ней нет желания вот это вот шакалить. На ней ты просто едешь именно вообще не спеша. Тебе не надо никуда спешить. Тебя везде будут пропускать, потому что ты на черном турике, затонированном, в Ирландии, у тебя нету хрома, все, ты уже не обычный человек, ты уже упаковка. Если они еще увидят тухли, в которых ты едешь, ну вообще будет здоров, они тебе свою машину отдадут. Смотри, сейчас мы опять будем заезжать на рельсы. Блядь,
просто нежнятина, дядь, мы просто, мы парируем, как будто над дорогой. А мы там прямо сможем проехать? Что ты думаешь? А я не скажу тебе. Ну и не говори. По коробке здесь у нас стоит классический гидротрансформатор, 8-ступенчатый Aisin, японский, супер надежный. Момента он глотает, будь здоров. На то, чтобы позабавляться, с головой хватит. По мне, машина идеальна для города, то есть, ну, можно подтопить, можно проехать себе спокойно, и она будет хавать все, что... как бы она будет хавать реально все. Эта машина как терпила, то есть, да, она дедовская, возможно, отчасти, но, блядь, когда... Дедовская. Но когда у тебя 700 крутяшки, Знаешь, турики называют дедовскими только те, кто их не могут себе позволить. Ну, типа, само собой, глупо сравнивать турик... Ого, на что ты нажал? я спорт режим включил. А, хуй, она вообще педаль налилась, ты понял? Твердая педаль. Обороты 2000 у тебя держится, понял? Фу. Ну, вот мне, конечно, очково за турбу, потому что если она после 2 реставраций, она должна и 3-й раз приехать. Ты же понимаешь, что типа это вопрос времени. Слушай, она подрывает для своего веса, она ебошит, будь здоров. Просто будь здоров. Типа на everyday, на ура. На дальники тоже на ура. Если ты не хочешь шакалить и ты хочешь ездить тихо, аккуратненько, не беспокоясь, ты просто не шьешь мотор и ты ездишь на заводе, и она тебе будет радовать каждый день. Она тебе заведется, когда надо. Она проедет туда, куда тебе надо. Люби машину, и она будет тебя любить в ответ. Вот смотри, опять сейчас переезжаем рельсы. Блять, просто мы переплываем их, блять, тут пневма волшебно. На скорости, конечно, она как корова, да, там 100+, она уже, ну, бум-бум, блять, еле-еле. Чаще всего ты в городе ездишь со скоростью 50 км в час, бо у нас так принято, да, нарушать законы нельзя. Я осуждаю тех, кто превышает скорость, особенно в городе. Хочешь погонять, едешь на трек и разгоняешься там. Вот смотри, BMW, блять. Посмотри, что творит, блять. BMW! Тормозов нет вообще. Просто ты один раз оттормозился, на второй раз как повезет. 3-го раза уже не будет. Тормоза здесь, конечно, очень слабые. Это реально слабость. О, было. Аудиоклубу общий. Вага-клубу приветики. Матис Клаб Шепетивка. Вам вообще огненный. Да вот и наш обзор подошел к концу, друзья. Время пролетело незаметно на таком комфортном автомобиле. Я хочу, чтобы вы все знали. Любая машина будет лучшей, если за ней ухаживать и любить. Поэтому с вами был Рудич. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Также подписывайтесь на инстаграм оператора. Кто хочет поддержать канал, Patreon, ссылки в описании. Дальше больше. Пока.